С долгожданным сиквелом The Forest 2014 года, смотрящим на нас сквозь деревья, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что же нового в Sons of the Forest? Мы попросили разработчиков из End Night Games поделиться некоторыми пикантными подробностями о грядущем хорроре на выживание. От сложных систем искусственного интеллекта до новых динамических построек. Вот 5 вещей, которые вам нужно знать о сыновьях леса. В Sons of the Forest можно играть с 7 друзьями, но даже если вы играете в одиночку, вы никогда не одиноки. Поздоровайтесь с Келвином, первым ИИ-компаньоном. The Forest игра в мультиплеер, тебе помогали люди, мы хотим сделать так, чтобы добавить в эту игру функцию. Например, если вы играете сами, и у вас все еще есть друг, и у вас все еще есть этот опыт жизни в мире, где другие люди участвуют и играют с вами. Итак, мы добавили персонажа Келвина, который, он не может делать сверхсложные вещи, но он может делать много очень полезных вещей. Так что штука в том, что игрок просто может захотеть уйти, пока он сделает какую-то рутинную работу. А затем игрок вернулся, и вдруг у вас появится куча бревен, которые помогут вам строить, пока вы сидите и думаете, какой дом построить у озера. Вы должны хорошо с ним обращаться. Он не быстрее другого игрока. Так что если вы играете с кем-то еще, он будет бонусом, как если бы у вас был другой человек-игрок. Они были бы, очевидно, быстрее и, вероятно, более способными, но он разработан так, что он не контрится. Мы не хотим, чтобы «Ой, принеси мне лекарство» сильно упрощали геймплей. Мы хотим убедиться, что игра по-прежнему сложная, но он может помочь вам уменьшить некоторые вещи, которые могут показаться вам неинтересными, или, может быть, ты просто хочешь сосредоточиться на чем-то, а он пусть занимается в то время, как ты строишь, например. Просто приятно иметь рядом с собой маленького компаньона и сидеть с ним у костра. Он тоже может быть моральной поддержкой, он может носить плеер, пока вы строите. Честно говоря, это была первая идея, для которой мы его использовали. По крайней мере, не я лично, когда мы делали много строительных тестов. Дайте ему радио, он будет ходить за вами, а вы будете строить, и он просто счастливо держит радио, пока ты строишь, так что... Он может быть портативным плеером. Да. Кажется, что Келвин — это все, что вам может понадобиться в компаньоне. Но если вы действительно настроены получить максимальный опыт одиночного выживания, есть жестокий способ отключить Келвина. Если очень хочется, то можно его пристрелить. Да, и все, не будет... возрождения нет. Но Келвин не единственный компаньон с искусственным интеллектом, которого вы можете встретить в Сынах Леса. С другими, такими как трехрукий мутант Вирджиния, что появляется со временем. Так что да, в мире есть другие персонажи, которые являются типичными врагами, и они помогут вам, или, может быть, дадут вам некоторую информацию, чтобы понять игру или историю, и помогут провести вас через мир Sons of the Forest. Вместе с разнообразными погодными условиями мир Sons of the Forest теперь будет чередоваться разными временами года. Переход от яркого и обильного лета к холодной и бесплодной зиме, вместе со всем промежуточным. Да, времена года будут динамически меняться по ходу игры. Мы также делаем вещи во время сезонов, которые влияют на реальный игровой процесс. Так что хороший пример, скажем, зимой. Ягодные кусты больше не имеют столько же ягод, или в большинстве случаев их просто нет. На острове меньше животных и обитателей, и они не будут преследовать так далеко, как раньше. Что касается времен года, то все это влияет на общий мир того, как вам нужно адаптироваться, чтобы выжить. К примеру, твои источники воды замерзают. Тебе нужна рыба, и ты думаешь, куда двигаться дальше, чтобы ее найти. Главное преимущество в том, что у вас, вероятно, будет меньше встреч с жителями острова, потому что они также сталкиваются с теми же проблемами, что и вы. Зимой. Так что безопаснее для вас выходить на улицу, но вам, возможно, придется рискнуть идти дальше, потому что вы можете получить больше вещей в другом месте. Мы надеемся, что это балансно, и это хороший вызов, который люди испытают. Продолжительность сезонов будет настраиваемой, и разработчики End Night Games все еще работают над поиском оптимального места для переходов. Но мы точно знаем, что это потребует прогрессивных шагов, когда игрок будет медленно видеть новые сезоны по мере их появления, давая достаточно времени для подготовки. Да, мгновенно это не произойдет. Это не будет похоже на мгновенное переключение. Изначально в нем будет своего рода прогрессия, так что вы увидите и узнаете, что грядет. Типа The Forest, я ожидаю, что большинство игроков, скорее всего, испытают это в первый раз и будут немного поражены этим. А затем они узнают, как выживают в этом мире. Либо не выживают и начинают снова. Либо продолжают и посмотрят, где окажутся.
Игроки Sons of the Forest помнят парящие сборки призраки из первой игры и геймифицированный опыт загрузки ресурсов в этот синий полупрозрачный дизайн, когда вы строите свой заранее определенный объект. В игре Sons of the Forest and Night в стремлении к погружению теперь отказались от этого, обеспечивая реалистичное и впечатляющее изображение плотницких работ в дикой природе, предлагая свободу строить любым способом, который вы выберете. Ты держишь эти бревна, ибо ты очень сильный. Так что... И ты их фактически ставишь. Если нужно, то раскалываешь их своим топором. Ну как-то так. А не просто все автоматически ставится и... Ага, или появляется волшебный призрак, и вы бросаете бревна в космос, а они ставятся в миле от вас. Знаете, вот ты ставишь бревно на землю в том месте, где нужно, и строишь дальше. Я имею в виду, что это безумно более детально, потому что мы вложили массу работы. Например, весь рендеринг и детали фактичного моделирования и всего, что связано с текстурированием. Кроме того, взаимодействие со стройкой стало намного более подробным. Например, все толчки бревен и то, как дождь капает на них и дует ветер, все это просто супер детализировано. А также, конечно, рубка деревьев улучшена в 1000 раз. Так что теперь она чувствуется действительно удовлетворительной и довольно интуитивной, когда вы этим занимаетесь. Ты хочешь сделать так, чтобы действительно чувствовалось, как кто-то рубит это дерево, и осколки летят повсюду. С новым упором на свободу и самовыражение игрока трудно представить все возможности этой новой иммерсивной системы строительства. Поэтому мы попросили разработчиков поделиться тем, что они видели до сих пор, и намекнуть на то, что возможно. Я думаю, да. Единственное, что я недавно видел, это было похоже на массивный комплекс с внутренним двором и по периметру оборонительные стены. У нас были маленькие башни по углам, и опять же, эта система зданий совершенно новая и построена с нуля, и это супер-супер полезно. Типа, игрок строит не с чего-то, что мы придумали, а что-то, что он сделал сам. Знаешь, он может делать все, что хочет, так что это довольно поражающе. Как и в любой игре с такой свободой построения, вы никогда не увидите всех возможностей системы, пока она не окажется в руках игроков и их воображения. Я имею в виду, что это будет безумие. Например, в первой игре, смотря на некоторые вещи, которые они могут создать с помощью той системы, это безумие. Потом вроде как сказали, хорошо, как мы можем сделать это еще более удобным? Так что вы меньше используете пересобранные конструкции, которые строите. Вы проектируете здания, которые строите, поэтому то, какие формы они смогут придавать, будет весьма впечатляющим, я думаю. И я чувствую, что это вызовет огромный интерес к игре, как и то, что мы сможем построить с этой системой. The Forest со всеми его секретными локациями и сетью пещер было офигенно исследовать. Но сыновья леса не только обещают больше разнообразия, но и в значительно большем масштабе. Сам остров примерно в 4 раза больше, чем в первой игре. Много чего можно поисследовать. И мы добавили массу вариаций ко многим. Вроде как это не совсем биомы, а своего рода вариация окружающей среды. Так что там не одно и то же дерево в одной и той же области или на всей карте. Так что можно найти области, которые могут быть более ровными. Или у вас могут быть области супер мертвого типа, с подлеском или большим количеством тропических деревьев или вещами типа папоротника. И затем вы знаете, что теперь у нас есть источники воды, которые являются довольно новыми в этой игре. Я имею в виду, что в предыдущей игре были источники воды, но они были довольно открытыми, довольно плоскими и общими. Но в этот раз мы проделали большую работу, чтобы сделать так, чтобы это выглядело как настоящий природный источник воды. Животные будут бродить вокруг них, и в них впадают реки, и просто продетализировали, насколько это возможно. Эта карта примерно в 4 раза больше. Что касается площади и поверхности, я думаю, что она намного больше как раз из-за того, как много мы на самом деле посвящаем детализации мира. Очевидно, есть подземные области, которых намного больше. Что касается растений, деревьев и прочего, я не знаю, насколько больше у нас вариаций. Но их гораздо больше, и они все гипердетализированы, довольно интересны и яркие. Да. Что хочу сказать, я определенно думаю, что с сыновьями леса важно то, что сейчас на этом острове так много ассетов, так много деревьев и растительности. Деревья прямо возвышаются над тобой. Если ты просто стоишь где-то на острове, то создается реальное впечатление, что ты в лесу. Можешь посмотреть в одну сторону и подумать, интересно, что же там за деревьями, и посмотреть в другую сторону. Это потрясающе. Я думаю, что общее количество объектов вроде кустов и деревьев в первой игре было примерно 40 тысяч, а в этой около 2 миллионов.
Как и в The Forest, в Sons of the Forest полно диких каннибалов и чудовищ. Как Келвин, так и другие компаньоны, все от белки до отвратительного мутанта, могут принимать собственные решения для выживания и могут сами решать, как они взаимодействуют с игроком. В общем, у нас есть очень продвинутая система искусственного интеллекта, которую мы в основном сделали, чтобы попытаться создать настоящие живые миры. И одна из ключевых механик этого своего рода ассоциативные отношения, которые они могут развивать с вами. Они помнят такие вещи, как то, что вы делаете, что вы делали и как вы себя ведете, как вы взаимодействуете с ними положительно или отрицательно. Это взаимодействие на самом деле является своего рода ключом к тому, как вы в конечном итоге развиваете свои отношения с ними. Я имею в виду, что это трудно. Кажется странным использовать слово отношения, но в конечном итоге это отношения. То, как вы действуете в защитном или поддерживающем смысле, например, в еде, ресурсах, влияет на них и отношение к вам. Именно из-за этой системы искусственного интеллекта мы теперь можем делать такие вещи довольно легко. Ну, допустим, сейчас идет дождь. Тот парень только что видел, как его приятеля обезглавили. Он испугается, споткнется и упадет в грязь. Тогда как другой каннибал немного имеет более высокий моральный дух, и он придет в ярость и бросится на вас. Есть не только основные характеристики, такие как страх и гнев, есть и другие наборы, например, насколько они религиозны и насколько они лидеры, или насколько они преданы своему делу, как последователь. Так что в игре есть персонажи, которые по сути являются лидерами, и у них будет идея, а затем другие персонажи скажут: хорошо, я больше последователь, поэтому я присоединюсь к мысли этого парня. Поэтому он сказал: ок, я собираюсь сделать что-то, так что давайте сделаем это, Да, и они... и самое интересное, что все это не сильно заскриптовано или что-то в этом роде. Такие вещи просто происходят вокруг тебя. Они могут случиться, когда вы рядом, но могут и не случиться. То есть эти вещи не всегда срабатывают, что также делает их намного более органичными. Это просто одна из тех вещей, которые, как только вы добавляете достаточно таких вещей, как динамические фрагменты, просто пляска, которая происходит, когда вы начинаете драться со всей толпой, и вы понимаете, что они не просто бегут на тебя. Как и во многих играх, в которых мы сталкиваемся, общая механика ИИ выглядит так. Есть игрок, я вижу игрока, атакую игрока. Если это долгий бой, они устанут, и они пойдут и попытаются спрятать остальных раненых. То есть как будто они прячутся не потому, что вы их бьете, а они прячутся потому, что устали. Впечатляющий искусственный интеллект всех живых существ Sons of the Forest касается не только того, как они взаимодействуют с игроком. Общая механика, которую мы создали с миром и врагами, на самом деле состоит в том, что внутри есть несколько фракций среди врагов. В том смысле, что есть определенные типы, и они ведут себя по-разному. И некоторые из них не любят друг друга. Вы можете драться в деревне с группой каннибалов, а затем группа тех, кого мы называем мутными, объявится, и они реально начнут отбиваться от мутных, потому что они не хотят их в своей деревне. И вы можете воспользоваться этим, чтобы уйти, или если вам нравится сражаться, то вы можете сначала позволить им убить друг друга, а затем прийти и прикончить тех, кто остался. Вот так вот. Затем жуткие или мутанты. Там есть баланс с жуткими врагами, которые больше похожи на пещерных жильцов, и также тех из настоящих деревень. И есть что-то вроде равномерного потока. Например, если вы убьете все деревни, тогда вам придется иметь дело с большим количеством жутких врагов. Или вот есть похожая механика на TOEFL, которая будет проходить через всю игру, пока вы играете. И вы можете повлиять на это, совершив определенные убийства, думаю. Да, так что вы могли бы подумать о том, что каким-то образом вы можете контролировать войну за территорию. Потому что, опять же, если вы уничтожите несколько деревень каннибалов, это может позволить жутким распространиться еще немного. Есть также система, которая заключается в том, что если вы просто начинаете кровавую резню и начнете убивать тонны каннибалов, они начнут пытаться подготовиться против вас, начав носить больше брони. И тогда они могут начать действовать упреждающе, пытаясь удалить вас из своей экосистемы. Маленькие охотничьи отряды. Да. Если вам хочется посмотреть больше интервью, с радостью смотрите, узнаете больше об игре. Подпишись на канал и на Twitch обязательно. Мы очень старались, хотим лайк, подписку. Пока.